За что люблю Алишань, тут есть такие некоторые хомстей, ну или, так можно сказать, такие микрогостиницы домашние. Вот мы сегодня проснулись и вот видите, вот красноречиво, да, то есть, собственно, хомстей принадлежит владельцу фермы, вот, и буквально можно чайные цветы отсорвать прямо из окна. Он проснулся, видел замечательную плантацию. Видел снова этот дождик несчастный. Порадовался жизни. Пойду посмотрю, есть ли семечки или нет. Что-то многие меня просили в этом году привезти снова чуть-чуть семечек. Вот. Не знаю насчет привезти, но может быть хотя бы несколько штучек найду. Сейчас было такие тапочки. Смотрите, размер ноги, размер тапочки. Это самые большие тапочки у них в отеле. Просто обалдеть. Так. Валим, что ли? По уже сложившейся традиции забрались на машине на самую верхнюю точку парка. Ну, не самую верхнюю, но самую верхнюю из цивилизованной части, скажем так. И оттуда сейчас будем спускаться вниз, потому что добраться до Алишани и не погулять по самым красотам будет, конечно, немного странно. Вот. Место, кстати, у меня связаны такие довольно сильные ностальгии, потому что первый раз, когда я приехал на Тайвань, я как раз здесь жил 2 недели с семьей. А это главная смотровая площадка Алишань, куда обычно утром приезжает поезд. Обычно это бывает рано, то есть 5-6 утра. Даже помню, первый раз, когда приехали в Алишань, у нас включился будильник. Причем приехали очень поздно и были очень уставшие с детьми, значит, и в 5 утра, что ли, в 5:30, значит, звонит с ресепшена девушка. Ну, что, типа, все, вам пора вставать. Я тогда меня спрашивал до этого, но я не очень понял, нужно разбудить или нет. В общем, вот сюда обычно приходят туристы утром понаблюдать за красотой облаков. Но можно понаблюдать, как вы видите, и днем, и в полном отсутствии каких-либо туристов. Вот мы приехали на гору Алишань, в одну секретную локацию, к нашему фермеру, с которым мы уже сотрудничаем, наверное, года 3. Вот, сейчас попробуем, что получилось с чаем в этом году. Вот, ну, немножко по горам погуляем тоже.
Самое главное в Китае соблюдать очень важное правило. Очень важное правило заключается в следующем. После того, как попил чай, нужно поесть. После того, как поел, нужно попить чай. После того, как попил чай, нужно поесть. Потом можно поспать. Потом попить чай, потом поесть. Нет, потом... поесть, потом поспать, а потом попить да, чай. да. Вот, ну вот Василий правильно сказал. Поесть, потом поспать, потом попить чай. Нужно Нет, поспать, потом поесть, потом попить чай. поспать, потом поесть, а потом попить чай. Ну, главное, короче, вот, в общем, не надо вот попить чай, и есть так нельзя. Так же, как есть тоже. Нужно обязательно чередовать, но если долго ел и не пил чай, тоже плохо. Так что, как бы, вот, всего должно быть в меру обязательно. Но наша работа заключается в следующем. Мы пьем чай, едим, спим. Потом пьем чай, едим, спим.
принципе, все равно. Сегодня какое число? Сегодняшний день у нас посвящен поиску новых фермеров, причем такому очень обстоятельному. То есть мы, в общем-то, это делаем часто, но сегодня прям решили мощно, потому что осталось буквально несколько дней у нас на Тайване. Ездим сейчас по Алишань, потом едем в Дундин, потом дальше. В общем, много планов. И по дороге вот увидел, как наступает туман, наступает прямо, спускается сверху вниз. Вот, и закрывает, то есть буквально деревня, с которой мы только что уехали, там еще туман уже есть, здесь еще нет, но он наступает. Что, кстати, является такой интересной отличительной особенностью Тайваня от материкового Китая. Здесь прижилась такая, скорее, наверное, японская все-таки культура держания огромного количества горшков с цветами у своего дома. Буквально у каждого дома, особенно если этот дом имеет как бы такой небольшой дворик перед входом, где-то стоит огромное количество горшков с самыми разными цветами, деревьями, где-то это бонсай, как, кстати, например, вот как-то мы были на фабрике Дунфан Мэйжэнь, там еще огромный сад бонсаев был, вот, то есть увлекался директор фабрики этим очень сильно. Вот здесь просто вот какой-то магазинчик чая, я сначала даже посмотрел, думал, может, они продают их, нет, они их не продают, у них просто вот здесь огромное количество вот этих вот этих маленьких деревцов, бонсая, просто каких-то растений домашних. Вот, и все это вообще очень разные горшки тоже, то есть такое вот отдельное такое очень распространенное здесь увлечение. У каждого дома так на секундочку останавливаешься, начинаешь разглядывать, потому что интересно и то, какие растения, то, как они выращены, в каких горшках, самого разного размера. То есть где-то один раз даже так решил посчитать, там было просто, наверное, может быть, 3 разных горшков. Просто у обычного дома, обычного чайного фермера. То есть это не основное его дело. Такое очень распространенное хобби, действительно приятное. Ну, конечно же, в основном оно здесь так хорошо получается за счет хорошей погоды, когда не нужно, когда можно позволить себе держать это все на улице. Вот, может быть, только в самое холодное время ненадолго убирать это дома или накрывать. Есть такая волшебная просто закономерность, которая связана с поиском чая. Она заключается в следующем. Чем больше кругом фермеров, чайных садов, чайных магазинов, заводов и всего прочего, тем сложнее найти хороший чай. То есть сегодня мы потратили реально целый день, побывали у, ну не знаю, может быть с десяток, может чуть поменьше разных контактов новых у нас было. Из них более-менее нормальный, приближенный к чему-то хоть относительно адекватному, был один. Вот такой вот, примерно такая репрезентатива. Причем эти вот 10% это далеко даже не самая, скажем так, неудача. Это, в общем-то, очень даже круто, если так. То есть бывает, мотаешься просто там неделю-две, находишь что-то более-менее нормальное не так быстро. Вот такая у нас веселая работа. Люблю ее. Но зато в Алишане вот такие вот замечательные виды. Очень симпатичные, которые гораздо более, которые, скажем так, лечат твое расстройство от не очень результативных поисков. I know there's other people like me, but
Наньтоу по праву считается центром производства чая на Тайване. Здесь делается в основном чай садзэчунь, ну также некоторые другие сорта, улун тоже, но больше всего садзэчунь. Сейчас вот буквально после где-то 10 дней беспрерывных дождей наконец началась хорошая погода. Тут же все микрозаводики и большие заводики начали делать чай. Мы тут пытались припарковаться в одном месте, увидели, вот такой вот большой, видите, первичная такая вот, скажем, в идеале происходит стадия. Сушка после сбора, вот расстелили, значит, здесь холщовые такие, значит, тканевые части ткани, да, и на ткань насыпали чай. Прямо посреди парковки, вот прямо здесь, собственно, чай сушится. Но, естественно, нет, он не лежит прямо на земле, он лежит на ткани, я уже говорил, да, вот такая красота. А сзади меня находится кладбище станков для обработки чая. Здесь самые разные машины для сминания, для обжарки. Вон там Гонзало, такая большая машина, старая. Такие уже проржавевшие станки. Видно, потом, наверное, соберут их все вместе, отвезут на какую-нибудь металлолом переработку. Здесь можно посмотреть историю развития чайного станкостроения на Тайване. То есть тут уже машины устаревшие. Причем местами видно, что они даже самодельные, что-то там приварены самостоятельно. Где-то видно, что это как бы серийное производство, серийного производства станки. Ну, в общем, так это смотрится весьма колоритно.